Жизнь волонтера самая непредсказуемая. Не знаешь, с какой ситуацией придется столкнуться завтра. Так и в этот раз раздался звонок. В трубке голос пожилой женщины. Она кричала и плакала в трубку. Понять, что она говорит, было трудно, но стало ясно одно: у нее проблемы с котом, а точнее с его задними лапками. Кота привезла другая женщина, которая и объяснила проблему поподробнее. Котик молодой, всю жизнь он прожил на промышленной зоне. Его подкармливали женщины из другого заведения рядом, а в холод пускали его греться. Жизнь у него была не самой благополучной, зато он был в тепле и накормлен. В один день девушка обнаружила ползущего кота возле места работы. Было сложно понять, что именно с ним случилось, но его задние лапы отказали. Возможно, его переехала машина или чем-то придавили, но ему нужна была помощь. Женщины не бросили котика умирать, а взялись за его лечение, что очень благородно. Они повезли кота в ближайший медпункт, где за рентген получили немалый счет. Кота привезли уже испуганного, бедного и замученного. Мы сразу отправились в знакомую ветклинику. Изюм, так звали котика, собирался по кусочкам. Тазовые кости были полностью разрушены, также ставили железную пластину. Он очень пугался людей. Все его гладили, и он стал привыкать. Ему пришлось нелегко заново учиться ходить, жить, двигаться. В итоге он оказался очень милым и очень приветливым. На выставке «Найди друга» он быстро заполучил сердце новых хозяев и быстро обустроился в новом жилище. Новые родители Изюмки удивлялись тому, как он с такой травмой до сих пор живет и радуется. Это все животная доброта, а людям ее не понять. Судьба котенка повернула совсем в другое русло. Конечно, пережить всю эту ситуацию было сложно, но что не убивает, то делает сильнее. Этот котик заслуживает хорошую и роскошную жизнь. Поступки людей, которые просто помогают бездомным животным, это, пожалуй, самые важные вещи в мире. Бескорыстная помощь всегда вернется вам в нужный момент. Делайте добро, будьте добрыми и заражайте им всех вокруг.